Всем большой привет, с вами Ксения Калм, и сегодня я хочу поделиться с вами бьюти-лайфхаками, бьюти-фишками, которые помогают мне при уходе за собой, за своим лицом, волосами и телом. Что-то я узнала очень давно, что-то вот буквально недавно, но 100% все это я хотела бы знать раньше. Давайте сразу начнем, и, кстати, не забывайте включать колокольчик, тогда вам будут приходить уведомления о новых видео. Первый лайфхак, и, собственно, он стал причиной для съемки этого видео, потому что о нем я узнала только в этом году, но очень хотела поделиться. Я думаю, у всех бывает так, что мы красим ресницы и случайно задеваем то тут, то на носу. И раньше я либо стирала ватным диском, либо еще чем-то. Потом зачастую приходилось немножечко подправлять макияж, особенно если был тональный крем. Но тут я узнала просто супер вещь, которая в 100% случаев позволяет удалить тушь без каких-либо последствий. Итак, я крашу ресницы. Замечаю, что я здесь испачкала кожу, спокойно докрашиваю ресницы. И уже в конце просто беру карандаш для бровей. Здесь сзади есть такая щеточка жесткая. И прямо ей вот так буквально за пару махов вся тушь убирается. Она стирается просто по волшебству, не остается никаких следов. И знаете, вот действительно, просто попробуйте. Вторая фишка тоже касается макияжа. Это как сделать, чтобы румяна держались долго. Прямо весь день пройти с ними и огонь, и воду. На самом деле совет звучит очень просто, но он действительно работает. Это использовать румяна в 2 этапа. На первом этапе использовать кремовые румяна, хорошенько их вот так вот прихлопать, потом можно даже нанести немного пудры. И вторым этапом нанести сухие румяна, может быть рассыпчатые, в общем-то нанести. И все, таким способом румяна держатся у меня всегда идеально. Следующий лайфхак, один из моих самых любимых, но он такой простой, жизненный. Это как сделать ровный пробор, не переделывая 100 раз, когда вам кажется, что ой, он вроде бы перекосился влево, вправо, что-то такое. Но действительно можно пользоваться каждый день. Мы берем гребешок или любую расческу, вот такую плоскую. И далее просто зачесываем волосы назад, немножечко вот так приподнимаем, и здесь получается сразу же несколько полосок. Мы просто выбираем центральную, оп, и буквально за пару движений идеальный пробор. Собственно, этим способом я сегодня делала пробор и делаю так постоянно. Далее 2 лайфхака для тела. Начну с такого старичка, можно сказать, базы, но почему-то многие об этом забывают и не пользуются. Так как у нас сейчас начинается зима, холода, мы все старательно мажемся кремом, то лучше всего он наносится и приносит больше всего пользы. Это когда мы наносим крем сразу после душа, вот прям не выходя из ванной комнаты на влажное тело, мы его наносим. Он, во-первых, очень хорошо быстро распределяется, и, во-вторых, кожа наша вот так его впитывает. Поэтому, если вы привычно наносите крем на сухое тело, то попробуйте такой способ и делитесь потом в комментариях, почувствовали ли вы разницу, потому что в реальности она просто колоссальная. Второй лайфхак, он уже более такой новый, необычный, но я бы сказала, он не на каждый день, а на какие-то особые случаи. Знаете, иногда бывает настроение, когда вам хочется по-особенному за собой поухаживать, сделать прям все ритуалы, ну вот чаще всего выходной день, когда есть время, и вам хочется классно, вкусно пахнуть. В такие моменты я использую не только духи, но и беру, например, свой обычный крем, чаще всего он без запаха, и просто, когда вот беру на ладошку этот крем, сюда же в эту ладошку я брызгаю свои любимые духи, далее вот так быстренько перемешиваю и наношу на тело. Действительно получается как такой парфюмированный лосьон, и я думаю, почему я об этом раньше не догадалась. Но один момент, что в духах содержится спирт, и поэтому я не пользуюсь так каждый день, но данный лайфхак в некоторые дни классно можно применять. Следующий лайфхак касается нашей кожи лица. И здесь я хочу поделиться прямо по секрету аптечным средством. Этим секретом со мной поделился косметолог. Также хочется отметить, что опять-таки это средство не на каждый день, нужно использовать его с осторожностью. И это салициловая кислота у меня в 1%. Насколько вы знаете, салициловая кислота активно используется в косметологии, то есть во всяких умывашках, кремушках. Но именно вот такой бутылечек, он, знаете, как сос-средство работает. Если у меня начинает выскакивать какой-то прыщ, особенно если, знаете, такие вот беленькие, маленькие, то я просто на ночь ватной палочкой наношу немного салициловой кислоты, и за ночь прыщик подсушивается, сразу же уменьшается, в общем, постепенно он исчезает. И, кстати, в аптеках можно найти не только вот такие бутылочки, а прям формат фломастеров, ими особенно удобно пользоваться. По поводу волос, здесь у меня очень много лайфхаков, потому что раньше я была просто увлечена этой темой, мне кажется, я изучила все домашние маски, все какие-то
средства, опять-таки аптечные средства. Я также работала в центре восстановления волос, поэтому с волосами у меня огромное прошлое, и поэтому лайфхаков достаточно много, и то, наверное, уместились не все. Во-первых, как визуально сделать волосы гуще. Я думаю, что многие из нас на привычной ежедневной основе чаще всего носят один пробор. И как раз-таки из-за этого здесь такая, ну не то чтобы залысина, но как будто бы здесь волос меньше. Так вот, я беру просто тени для глаз или для бровей, которые подходят под мой цвет волос. И слегка припудриваю вот этот вот пробор. С этим лайфхаком волосы действительно выглядят гуще, как в жизни, так, например, на камеру. Также на моей прошлой работе одна девушка-парикмахер рассказала классный совет. Он опять-таки касается объема, но уже не визуального, а реального. Для этого нужно взять обычный сухой шампунь и использовать его не для того, чтобы освежить корни, а можно нанести прямо на чистые волосы и слегка вот так подвигать волосами, да, может быть, немножечко начесать, и благодаря сухому шампуню волосы выглядят объемнее. Конечно же, там не вот такой супер объем, как от огромного начеса, но все-таки такой небольшой, естественный объем можно придать. Одна из основных тем на моем канале — это создание комфортной, уютной домашней обстановки. Я уверена, что многим из вас тоже интересно преображать пространство, будь то интерьер, ландшафт, мебельный дизайн или декорирование. И прямо сейчас у Skillbox можно пройти бесплатный 5-дневный курс на эту тему. Во время курса вы не только узнаете особенности преображения пространства, но и углубитесь в профессию дизайнера и попробуйте себя в чем-то новом. У вас будет практика по всем 4 направлениям и 4 готовых проекта в портфолио. Курс проходит в видеоформате, и уроки можно смотреть в любое удобное время. А после каждого урока вы закрепляете навыки и выполняете практические работы. Например, создадите тематическую доску на Pinterest, интерьерный коллаж в Google презентациях, а также дизайн-проект сада и подборку предметов декора. Благодаря этому поймете, что вам интереснее и в каком направлении развиваться, как творчески, так и финансово. Дополнительно вы рассмотрите тренды индустрии, а в конце будет итоговый вебинар, где опытный дизайнер поделится профессиональными секретами, разберет работы участников и ответит на вопросы. Кстати, после регистрации вы получите 3 вдохновляющие книги о творчестве и 4 чек-листа, которые помогут в новой профессии. А все, кто посмотрит первый урок, получат доступ к изучению английского языка на платформе Skillbox на целый год. И в целом у них на сайте сейчас проходит Черная пятница, где можно получить скидки до 60% на любой платный курс. Возможно, именно для вас это станет классным шансом и большим шагом вперед. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Лайфхак, которым я пользуюсь очень часто, вот знаете, бывает так, вы делаете прическу, например, какой-то хвостик или распущенные волосы, и вроде бы все идеально, но вот какие-то 2 волоска торчат. В этот момент я использую обычный гель для бровей. Так как волосков торчит немного, то я просто вот так их причесываю. И особенно если спереди волосы бывает немножечко лезут на лицо, также я просто от лица причесываю этой маленькой щеточкой. Классный лайфхак, и особенно если ехать в какие-то поездки, когда у вас подручных средств мало, то вот это спасает. И по поводу пушистости волос, в зимнее время года, после мытья, бывает так, что мы высушиваем волосы, и они вот здесь вот немножечко как-то торчат, электризуются или пушистятся. То есть хочется их немножечко пригладить, и вроде бы будет идеально. Если просто наносить вот так на них лак, то они могут склеиваться и выглядеть неопрятно. Для такого случая тоже есть очень простой лайфхак. Это наносить лак не напрямую на волосы, а на гребень. Можно даже на расческу, если она выполнена из пластика, и уже далее этой расческой сразу же причесать волосы аккуратненько сверху. То есть можно даже вот так не заводить глубоко расческу, а буквально поверхностно пригладить наши волосы. Лайфхак, который я узнала лет 5 назад, так вот с тех самых пор практически каждый день я его использую. Ночью бывает так, что мешаются волосы, особенно если они длинные. Хочется как-то их собрать, при этом, когда ты, например, заплетаешь косичку или заделываешь хвост, все это тебе зажимает, с утра может болеть голова. Так вот, для того, чтобы собрать волосы без каких-либо средств, прямо перед сном я не расчесываюсь, и на такие слегка запутанные волосы я начинаю заплетать косичку. Значит, заплетаю, и в конце вот этот хвостик продеваю через последнюю петельку. Такой способ одновременно позволяет и собрать волосы, при этом нигде их не пережать. Следующий лайфхак для волос, и на самом деле я к нему так привыкла, что просто считала это такой основой ухода за волосами. Но буквально недавно мы с Лешей ходили в аквапарк, и после этого в женской раздевалке я заметила просто огромное количество девушек. Некоторые женщины были с детьми, и все они укладывали волосы и сушили неправильно. Знаете, просто брали фен и вот так вот хаотично направляя на себя
вот так сушили. Конечно, так делать можно, и чисто по законам физики волосы высохнут. Но для того, чтобы с заботой отнестись к своим волосам, вот такой самый идеальный способ — это опустить голову вниз и направлять фен вдоль волос. То есть поток воздуха идет вдоль, чешуйки при этом прикрываются. Это позволяет сделать волосы более гладкими и создать небольшой объем у волос. Также можно сушить и головой вверх, и фен уже держать вот так, чтобы воздух тоже шел вдоль волос. Но единственное, уже не будет создаваться дополнительный прикорневой объем. Следующий пункт — это даже не лайфхак, а просто самый жизненный пункт. Я ранее уже упоминала косметолога, так вот, если вы ни разу к нему не ходили, но вы достаточно часто меняете средства для лица, вы не можете найти свое, вам вроде бы кажется, что проблемы не уходят или наоборот появились какие-то проблемы, тогда тем более можно сходить на самую простую консультацию. В моем случае первая консультация стоила 800 рублей, и эта самая консультация в будущем может сохранить огромное количество денег. То есть лучше отдать за консультацию, разобраться, принести свои средства, чтобы показать, что мне подходит, что мне не подходит, задать вопросы по типу своей кожи, по проблематике, по каким-то там вот деталям. И такая простая консультация, да, вроде бы сразу же не дает вам какой-то физический результат, но это дает вам результат на будущее. Не тратить деньги на косметику, которая вам 100% не подойдет. Далее по поводу косметики хочу посоветовать вам сайт. Я его нашла совершенно случайно, где-то год или 2 назад. Так вот, он называется, по-моему, состав.ру. Я вот здесь где-нибудь подпишу точное название или оставлю ссылку в описании. Есть также много похожих сайтов, но я пользуюсь конкретно этим. Так вот, если я сомневаюсь перед покупкой, то я просто копирую состав косметики, будь то крем, гель для душа, да что угодно, и вставляю туда. И там уже каждое средство расшифровывается. То есть это может быть зеленый, так называемый компонент полезный, или красный, вредный. И очень часто это помогает мне сформировать некоторые мнения о продукте и понять, стоит его покупать или нет. Но сразу хочется предупредить, чтобы вы не пугались, в косметике очень много красных компонентов, но дело в том, что с химической точки зрения они красные, но на самом деле мы же не знаем, как конкретно они используются в косметике. Мы с вами не химики, и именно вот с химической точки зрения иногда нужно добавить этот компонент для того, чтобы, например, косметика хранилась у нас не один день, да, а несколько месяцев. Или чтобы там схватывалось, или для каких-то запахов. В общем, множество нюансов, поэтому прямо категорично относиться не стоит. Но я очень люблю, знаете, находить такие средства. Ты добавляешь их туда, и там весь состав практически зеленый. И я такая: вау, вот это я нашла. Далее, так как у нас сейчас уже приходит холодное время года, меньше солнышка, то именно в эти сезоны хочется использовать средства для придания коже такого загорелого вида. Первое средство — это капли для загара. Если вы на моем канале не первый год, то знаете, что я его уже показывала. Так вот, также периодически до сих пор им пользуюсь. Буквально 1-2 капельки в крем, и ваша кожа уже такого небольшого загорелого оттенка. Но это работает не как автозагар, это именно вот такой накопительный эффект, то есть нужно пользоваться прям периодически, каждый день добавлять в крем. Но я добавляю по настроению, то есть сейчас я пользуюсь не каждый день пока что, а вот так вот раз в неделю, может быть, вот так, под настроение. У меня конкретно от бренда Clarins, но я думаю, что у разных фирм можно также поискать. Во-вторых, куда же без бронзеров? Именно последние годы я полюбила действительно это средство, и особенно зимой, конечно же. Но я столкнулась с такой проблемой, что иногда от него остаются какие-то пятна, иногда у меня не получается его ровно нанести. Так вот, очень легко в этом помогает справиться пудра. Пудру я не использую на ежедневной основе, но я использую именно для того, чтобы нанести далее бронзер. Так вот, я беру пудру и наношу ее именно по тем линиям, куда буду наносить бронзер. И даже движения точно такие же, потому что мне кажется, вот как-то пудра вот ложится конкретно так, да, и уже поверх наношу скульптор. Чаще всего я немножечко подчеркиваю овал лица, немножечко щечки, скулы и тени. Вот, поэтому если вы тоже любите бронзер, но не любите пудру, то советую ее полюбить хотя бы для того, чтобы ровно наносить бронзер. Следующая фишка — это при выборе консилера для зоны вокруг глаз обращать внимание на его подтон. Если раньше вы просто старались выбрать максимально подходящее под вашу кожу, то на самом деле именно благодаря оттенкам можно хорошо скрыть нашу проблему. Например, консилеры с желтым подтоном хорошо скрывают синячки, вены. Консилер с розовым подтоном хорошо скрывает синяки под глазами, если они у вас с таким зеленоватым оттенком. Консилер
Консилер с фиолетовым тоном хорошо скрывает пигментные пятнышки. И зеленый консилер пригодится для того, чтобы скрыть какие-то покраснения, может быть, розоватые сосудистые сеточки. Следующий пункт — это не игнорировать брови. Я думаю, вы замечали, что вечером наносите крем на лицо, на зону вокруг глаз, и всегда мы обходим стороной брови. Но я советую тот же самый крем, например, наносить на брови. Это позволяет не только поухаживать за волосками, но и также слегка их приподнять, потому что если каждый день, например, на ночь наносить таким способом крем, то волосы все равно будут лучше держаться, точнее говоря, брови, волоски на бровях будут лучше держать форму, будут лучше тянуться вверх, потому что я помню, например, в школьное время у меня брови немножечко смотрели вниз, потому что я умывалась, капельки вот так стекали, и я вот так ходила вечером. Ну а теперь конкурс. Во-первых, поздравляю победителя прошлого конкурса. Скоро с вами свяжусь. Ну а сегодня я хочу подарить сертификат «Золотое яблоко» на 5000 рублей. Им можно будет воспользоваться как офлайн, так и онлайн. То есть, например, можно будет оформить доставку почтой. Условия, как всегда, простые. Это быть подписанным на мой канал, поставить лайк на видео и написать любой комментарий с указанием города. Но я с вами прощаюсь. Желаю классных бьюти-лайфхаков и, конечно же, хорошего настроения. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Я там каждый день делюсь своей жизнью, находками. И до встречи в новом видео. Пока!